Значит, что хочу сказать. Я очень доволен тем, что наша молодая команда Кривого Рога попала в гала-концерт. Но прежде всего вот меня попросили рассказать мои впечатления о прошлогоднем сочинском фестивале и отличие его от этого фестиваля. Значит, в прошлом году вот я в составе команды КВН, вам будет известно, Запорожье Кривой Рог Транзит, приехал молодым актером сюда. Это, в принципе, была моя вообще первая поездка, вот такая вот с маленькой шуточкой, ролью. Вот. И я приехал в Сочи, был, конечно, ошарашен этим фестивалем. Вот эти 200 команд, сейчас даже больше, участвуют. Все это очень весело, очень интересно. В прошлом году я заметил такую вещь, что молодые команды воспринимаются намного хуже, чем старые. В этом году то же самое повторилось, однако, если так посудить сейчас, то в прошлом году уровень старых команд был, по моему мнению, на голову выше, чем уровень в этом году. Очень понравились молодые команды. Во-первых, я хотел сказать, что я очень рад, что команда Донецка наконец попала туда, куда они давно заслужили попасть. В общем, и я рад за них. Я надеюсь, что эта команда будет участвовать в высшей лиге, в общем, и займет нужную ей позицию, и позицию, которую она достойна. Ну, что еще? Еще я должен, наверное, пару слов сказать о транзите, о финале. О наших планах, да. Ну, значит... Да. Попала в гала-концерт. Хорошо. Давайте начнем с Кривого Рога, потому что это короче будет. Приехала молодая команда. 4 человека в этой молодой команде были молодыми актерами транзита. 2 из них, в принципе, меня и еще одного парня знают по транзиту, те ребята просто помогали. Значит, у нас есть в Кривом Роге, как и в Донецке, есть своя лига Криворожская. В ней около 20 команд. Значит, мы там играем между собой. И мы решили поехать в Сочи, собрали, как говорят, сливок этих команд, с каждой команды по 1-2 человека, собрали лучшие шутки, сами сидели, писали, где-то 2 недели, подготовились, приехали. На первом просмотре, здесь, в городе Сочи, мы очень хорошо прошли. Я вообще удивлен, что такая молодая команда, как мы, в общем, и попали в гала-концерт. Но, в принципе, откровенно говоря, все было честно. Без никаких, так как мы очень бедная команда. Все понимают, о чем говорит. Теперь о транзите. В общем, финал был прискорбным, конечно, очень. Все было на нашей стороне. Хотя мы и не надеялись, что будет ничья, честно говоря. Все знали, что армяне выиграют. Но единственное, что мы хотели, чтобы мы выиграли в зале. Каждый день на каждом тракте по одному музыкальному номеру у нас убирал Масляков. У нас было вообще гениальную ширму придумали. Весила, наверное, килограмм 80. Металлическая, если не больше. И, в общем, это была идиотская переодевалка. Очень интересный музыкальный номер, где-то на 2 минуты, на 1,5. В общем, его выбросили. На каждом тракте, у нас убрали 3 номера. А потом, в конце концов, в эфире, в том, что вы видели по телевизору, музыкалки сняли 7 шуток. Все шутки, одни были связки и музыкальные номера. Визитки 6 шуток и домашки 2 блока. Но в зале мы не ожидали успеха такого музыкалки, потому что мы их выиграли большим преимуществом, очень с большим. Мы думали, что музыкалка будет наравне, хотя видели, что посильнее мы. И перед домашкой уже вышли, думали, не может быть, что так получилось. Неужели все чисто так, что мы, в общем, выиграем армян. И, в общем, после домашнего задания, домашнее задание просто, я считаю, это, по моему мнению, что это самый сильный номер у транзита, какой был вообще в домашке. В общем, на домашке мы вышли, 40 минут совещались с жюри, минут 40. Никак не могли прийти к общему мнению. Потом попросил Масляков не поднимать оценки за последний конкурс почему-то. И, в общем, таким волевым решением жюри была ничья. Нам остается, наверное, ждать или суперкубка, или переигровки, хотя мы не хотим играть.